Добрый день, дорогие стрельцы! Добро пожаловать на мой канал. И в этом видео я расскажу ваш гороскоп на эту весну 2025 года. Присаживайтесь поудобнее и будем с вами планировать это время, а это март, апрель и май 2025. Да, ребята, весна действий. И на настоящий момент все сами прекрасно знают, что же происходит в ваших жизнях и, конечно же, кому нужно действовать. Ребят, это гороскоп по декадный. И да, я буду рассказывать каждое событие, которое с нами будет случаться, и как это событие будет влиять на каждую декаду стрельцов, потому что у всех стрельцов будут разные моменты, которые нужно прожить. Конечно, если обобщать, я скажу, что для всех стрельцов это начало новой жизни. Вот прям новая жизнь, да. У кого-то будет на добрых началах, кого-то будет штормить. И здесь история не хороших и плохих, нет. Здесь история больших трансформаций, изменений в жизни и, конечно же, больших, мудрых и мощных действий, да. Ну что, ребят, поехали. Подекадный гороскоп. Стрельцы первой декады – это те, кто родился в ноябре. Самые такие мощные, сильные, которые прям оттеняют еще Скорпиона, такие движниковые. У вас еще есть вот эта энергия мощная, сильная Плутона, потому что личные планеты у вас, как правило, еще в Скорпионе. Вот поэтому, ребят, то есть Солнце ваше в Стрельце, а личные планеты еще в Скорпионе, поэтому вот такая история. Стрельцы второй декады, кто родился с 1 по 10 декабря, то есть вы прям стрельцы, которым нужен такой масштаб, размах, движение вперед, публика, активность вот такая, да, здесь вот прям главенствует Юпитер, все его качества и все ваши планеты уже вот в Стрельце, да, и это такой прям стрельцовские, не надо мне говорить, что все остальные стрельцы, значит, не настоящие стрельцы, нет, просто у всех настроение, как сейчас модно говорить, вайб по жизни другой, те, у кого есть подростки, это знают, что это означает. Стрельцы третьей декады, кто родился с 11 декабря и до знака зодиака Козерога. Самые сложные стрельцы из всех. Здесь уже прям вот такая энергия Козерога, здесь уже есть такой Сатурн, уже систематичность, здесь уже чувство долга, вины и ответственности зашкаливает, да, а если вы с таким настроением и считаете, что вы никому ничего не должны, тогда, поверьте, духи вашего рода думают немножко по-другому, да, родиться стрельцом в декабре сложная задачка, Родиться стрельцом в ноябре тоже непростая, как ни крути, поэтому основной главный управитель у стрельцов это Юпитер. Юпитер это большой такой компонент мудрости, то есть если у вас есть мудрость по жизни, образование, мудрость, вы понимаете законы природы, потому что второй ваш управитель это Нептун, ребята. Да, и если вы понимаете законы природы, тогда у вас в жизни будет все получаться. Тогда у вас все будет сходиться как надо, и деньги, и финансы, и личная жизнь, и вообще настроение ваше по жизни, да. Но, как показывает практика, не у всех стрельцов это получается, поэтому, ребят, рассказываю сейчас этот гороскоп для того, чтобы скомпенсировать все те негативные моменты, которые уже на настоящий момент в вашей жизни есть, естественно, и для того, чтобы скомпенсировать все те моменты, которые будут, потому что я рассказываю по 3 месяца, но я, естественно, забегу вперед и на июнь, и на лето, и на осень, и на зиму. Для тех декад, кому это будет нужно и важно, для того, чтобы вы понимали, что все наши действия это то, что в итоге принесет нам последствия. Будут они в виде плюшек, либо будут они в негативном ключе. Это только вопрос нашего выбора. Поэтому здесь, мои дорогие, понимайте, что нужно делать правильный выбор, основанный на мудрости стрельца.
Понятно, да? Идем вперед. И да, если вы смотрите этот гороскоп не по Солнцу, а по асценденту, тогда 30 градусов Стрельца делите четко на 3. Для того, чтобы поменять, в какой диапазон времени придут эти аспекты, транзиты, чтобы их изменить в плюс. Я бы это так сказала, да? Спросите меня, почему я четко не делю по Солнцу, ребят? Потому что Стрельцам ноябрьским вообще не нужно рассказывать то, что я говорю Стрельцам второй декады, например. Настроение по жизни у них абсолютно разное. Вы же, я понимаю, я же знаю, что вы мудрый знак, и вы имеете надсмотренность, и вы понимаете, что те, кто родился даже в последний день ноября, это совершенно другой стрелец того, кто родился 1 декабря. Вот факт. Факт. Поэтому, ребята, давайте будем верить и смотреть на факты и думать, как мы применим это на жизни. Ну а пока сейчас очень мощный гороскоп «Весна действий». Кто смотрел? Осенний гороскоп «Осень силы». Помните, да, какое у нас было остросюжетное время? Так вот, сейчас я в том гороскопе рассказывала, что и сентябрьский коридор затмений, маленькая репетиция вот этого мартовского, который у нас на днях с вами придет, да, и что у нас там аспект осень силы был, да, то есть Марс, Плутон. Так вот, у нас все это сейчас будет вот март и апрель. И да, ребят, все зависит от силы, мотивации и действий каждого отдельного человека идти вперед. Ребят, рассказываю общий гороскоп. Я надеюсь, вы понимаете, что если у вас свой персональный вопрос, вы оставляете его в комментариях, при этом указывая свою дату, время, место рождения и ваш вопрос, потому что я общий гороскоп и по декадам рассказываю, но ваши личные транзиты, основанные на вашей домарной сетке, я здесь не вижу. Ребят, ну вот, открывая вашу отдельную карту, я вам скажу, что именно происходит у вас и когда это закончится, или наоборот, когда начнется. Все зависит от того, что вам нужно. Ну что, едем? Да, новая жизнь для всех стрельцов в эту весну, и все будет зависеть от вашего настроения. У нас этот март уже в периоде ретроградной Венеры. Не волнуйтесь, мы на эту вечеринку никак не опоздали. То есть, если вам кажется, что как-то вот немножко гороскоп вышел с опозданием, поверьте, у нас весна астрономическая начинается только 20-21 марта, поэтому и коридор затмений еще только на выходных, поэтому мы все успели. Со 2 марта по 13 апреля у нас ретроградная Венера. Ретроградная Венера весь март будет находиться в Овне, а значит делать прекрасный, роскошный трин к стрельцам первой декады. Запоминайте, да? А с 14 марта по 29 марта у нас коридор затмений на убывающем лунном цикле. И здесь, внимание, со звездочкой. Большинству я бы не начинала, ну, как бы не советовала начинать новое, да, в силу того, что будет очень много эмоций. В силу только этого. Если вы способны начинать нечто новое, нечто большое, мощное, глобальное, например, противостоять каким-то трудностям, обязательно это нужно делать. То есть, если на настоящий момент времени, как, например, у стрельцов третьей декаде в настоящий момент времени большие трудности. Это мне рассказывают планеты, которые делают квадратуры к вашему Солнцу в транзитных картах, а это Сатурн, Нептун и вообще северные и южные кармические узлы. Спрашивают у стрельцов третьей декады: ребята, а что вы вообще сделали в жизни, что вы до настоящего момента сидели и ничего не делали? Это без претензий, ни от меня, ни от планеты, это просто факт, который есть сейчас, с которым нужно бороться. На этих аспектах нельзя сидеть, рыдать и страдать, нужно идти вперед. Даже если разваливается семья, даже если разваливается работа, даже если вам кажется, что все в жизни плохо, ребят, нельзя останавливаться, нужно просто маленькими движениями идти вперед и строить свою новую жизнь. Да, для стрельцов третьей декады в марте будет немножко сложнее, эмоции потому что зашкаливают, но когда Нептун в конце марта поменяет знак и покинет Рыб и уйдет в Овна, то стрельцы третьей декады скажут: окей, отлично, спасибо, и станет полегче эмоционально. Эмоционально станет очень хорошо, то есть вот эта волна эмоций просто от вас уйдет. И скажу, да, у нас еще на этот март, да, март непростой, поэтому я вам говорю, что нужно договариваться и делать в несколько раз больше, чем мы планировали, потому что с 15 марта по 7 апреля у нас еще период ретроградного Меркурия. То есть максимально все будут не соображать,
спотыкаться, давать нам не те документы на подпись, нужно все за всеми проверять, максимально договариваться, максимально отслеживать, быть такой счетной машинкой, да, чтобы просто взвешивать все риски. Это я сейчас говорю для всех стрельцов. Ретроградная Венера у нас просто на 6 недель. Это отношения, это старые проблемы в отношениях, особенно их коснутся в негативном ключе стрельцы третьей декады. У стрельцов первой декады здесь история не такая явная, здесь история не такая интересная, но все те изменения, которые будут в вашей жизни, связаны с вашими отношениями, это неплохо. Это неплохо, ребят. Хоть вам и будет казаться, что это очень плохо, что это архиплохо. Нет, это неплохо, это нормально. Это как есть, да. То есть мы всегда очень сильно, а особенно стрельцы, всегда задумываются не то, как это есть на самом деле, а как это смотрится со стороны. Ребята, не надо. Поверьте, в эту весну все знаки зодиака немножечко немножечко устали после осени, после зимы, а сейчас наступил такой период времени, когда необходимо действовать. Поэтому не думайте о других. Не у всех трава зеленая, как вам кажется, поэтому здесь все нормально, идем вперед, да. Так вот, у нас ретроградная Венера, когда отношения у нас начинают давать сбой. У нас коридор затмений, когда эмоции начинают нагнетаться, начинается коридор затмений 14 марта с лунного затмения. Это полнолуние в Деве, когда мы еще все такие четкие, нам все понятно, нам все нормально. Но заканчивается коридор затмений 29 марта, это новолуние, слабая луна, но это и солнечное затмение в Овне, когда мы готовы рвать, метать, ругаться, кричать, и под конец коридора затмения, это самые первые градусы, когда ретроградная Венера и Меркурий будут уходить с Овна и переходить обратно в Рыбы в очень эмоциональный период, да, на ближайшие 2 недели. То есть такое послевкусие от коридора затмения, о котором мы не спрашивали, но нас тоже не спрашивали, да, ребят. Поэтому здесь вот распределите свои силы так, чтобы к концу коридора затмений знаете как, не испортить себе жизнь. Понятно, что сейчас еще Лилит идет по весам, и да, ребят, стрельцы третьей декады, я знаю, что есть этот аспект сейчас к вашему Солнцу в транзитных картах. С ночи с 26 на 27 марта Лилит, все зависит от того, в какой части планеты вы находитесь, меняет знак, переходит с Скорпиона и перестает влиять на Солнце стрельцов третьей декады. Здесь полегче, ребят, страхи уйдут, начнете уже активно двигаться вперед, действовать. Там и Нептун 30 марта поменяет знак, с Рыб уйдет в Овна, а значит перестанет действовать вот этот напряженный эмоциональный аспект, особенно на стрельцов третьей декады. И что у нас еще? И после у нас остается апрель. И что мы делаем в апреле? В апреле опять вот это такой большой, очень мощный эмоциональный период на 2 недели. Что делать стрельцам всех декад? Скажу вам в этом марте. Стрельцы первой декады. Ребят, если честно, максимально честно, то только идти вперед. Максимально идти вперед, потому что здесь и Сатурн, и северный кармический с южным кармическим узлом, и Нептун, и даже само Солнце, которое с Рыб переходит в Овна, и Венера, и Меркурий ретроградный. Здесь все про то, чтобы вы только шли вперед и договаривались. То есть особенно, если у вас был период осенью 24 года, когда вы скандалите, когда вы ругаетесь, это Юпитер делал оппозицию к вашему Солнцу, да, то есть ваши же претензии возвращались вам обратно, то есть вы не знали, как с этим быть, как с этим бороться, как с этим разбираться. И здесь история того, что нужно сейчас максимально в развитие, в бизнес, в подъем. Если же у вас смена новой работы, то это очень хорошая история. Если же у вас новый бизнес, новая история в деньгах, в финансах, да. Если вам предлагают нечто творческое, это тоже хорошее. У кого-то сейчас вопрос стоит об эмиграции. Тоже очень хороший аспект, ребята, для таких действий, для бюрократических историй. Ни в коем случае не нужно это настроение как-то, знаете, пропускать. Потому что сейчас вот у вас такой очень сильный на эту весну, у стрельцов первой декады, вот до июля 2025 года большой мощный период, когда вы можете поменять свою жизнь, как хочется вам.
в этом настроении. Вот если вы до 7 июля не поменяете, как вам хочется, то 7 июля у нас Уран меняет знак и переходит в 1 градус Близнецов. О чем это? Для стрельцов первой декады, когда резко увольняют с работы, когда резко уходят отношения, там наша вторая половинка говорит, я устал, я ухожу, или я устала, я ухожу, резко вот так вот обнуление по всем сферам жизни. Там как-то теряются проекты, люди выходят из проектов. Ну, то есть вы можете рассказать мне очень много разных историй, я в них обязательно поверю, потому что Уран поступает как лучшее кино с таким смысловым посылом, знаете, для того, чтобы мотивирующе максимально быстро поднять вас наверх. То есть вот вы же не хотели на гармоничных аспектах, да, вот как Уран всегда говорит, ты же не хочешь по-доброму, тогда давай вот резко, быстро, и чтобы вот прямо сейчас пришлось подниматься там, бегать за второй половинкой и говорить, извини, был неправ, была не права, все не так вот, и вот это не то, и я хочу все изменить в работе. Поняли, что работа не та, надо было менять, но не ушли. Поэтому сейчас скажу вам так, ребята, стрельцы первой декады, это весна для того, чтобы вы шли вперед. Максимально активно, ярко, амбициозно, продуктивно, но для этого нужно составить план и максимально постараться поднять свой социальный статус. Да, возможно, через смену окружения, и это тоже нормально. Но не рвите отношения и связи с теми, где вы понимаете, что у вас было очень много классных, потрясающих моментов. Это и про любовь, и про друзей в том числе, потому что это такая важная история. Люди будут, как правило, вам говорить те вещи, которые вы не очень хотите услышать. Но просто вы, если будете на них остро реагировать летом, то вы просто сами это знали, но боялись себе признаться в этом. Ну, как правило, мы всегда же вот так вот мы действуем. Мы когда слышим, да, там, от второй половины какие-то вещи, которые нам неприятны, мы же знаем, что это так, да. Но просто когда это кто-то озвучивает, и озвучивает самый близкий, мы просто накаляемся и всполыхаем за секунду, да. А стрелец — это огненный знак. Здесь, как ни крути, нужно вот эту страсть в себе, к развитию, к жизни, постоянно этот огонь поддерживать, да. Поэтому здесь, ребята, скажу вам без обид, эта весна для вас максимально ярко действовать, идти вперед, подключать образование, подключать проекты, действия, стремления, ни в коем случае не расслабляться, подключать творчество, все свои лучшие потрясающие эмоции и идти вперед, настраивать свою личную жизнь, ну, либо понимать, что в этих отношениях уже все закончилось, и тогда искать то самое, что вам нужно, понимать, где вы были неправы в этих отношениях. И это такой очень феноменальный вопрос, когда говорят, вот я вот выхожу из отношений, и я однозначно, я вот права, и все, моя вторая половинка не права. Нет, если вы выходите вот из отношений, из вот этих, значит, вы оба не правы. Все, здесь не дано третьего. Вы оба не правы, потому что кто-то не додумался, кто-то не договорился, кто-то не решил, кто-то не предложил. Но это всегда история обоих. Документ-то подписывали в итоге оба, что готовы вот в разные сложные моменты жизни разговаривать, решать сложности и проблемы. Кстати, кто не смотрел большое видео «Любовный гороскоп», в конце этого видео прикреплю, посмотрите, там рассказала про все кризисы, которые есть с астрологической точки зрения в любовных отношениях. Кризисы, с которыми связаны планеты, как они влияют на нас и как мы можем это изменить. Идем дальше. И здесь, конечно же, стрельцы второй декады. У вас, конечно же, в этом марте максимальное противостояние самим себе. То есть здесь хочется скандалить, ругаться, злиться. Здесь хочется портить свою репутацию, ругаться до тех пор, пока не докажете. Но не докажете. Потому что здесь оппозиция Юпитера — это тот момент, когда мы максимально скандальны, когда мы максимально не правы, что ли, когда мы не видим другие точки зрения, и нам бы посмотреть на ситуацию с другой стороны. И эта ситуация дана нам не для того, чтобы, не потому что мы люди плохие, нет, потому что мы не видим всех тех возможностей, которые нам даны, и мы не хотим их замечать, что ли, мы хотим вот как-то вот по течению действовать, да. И вот эта история, когда мы скандалим, продлится у стрельцов второй декады, ребят, аж вплоть до середины апреля. То есть не испортите себе репутацию, не поругайтесь настолько, дорогие стрельцы второй декады, чтобы не разгребать это эмоционально и вообще физически со всеми своими энергозатратными ресурсами до третьей недели апреля. Вот не надо так, потому что в третью неделю апреля, вот там с 20 апреля Юпитер зайдет в третью декаду Близнецов, и будет уже эта история у стрельцов
стрельцов третьей декады и вас, ребят, отпустит, да. Поэтому здесь понимайте, стрельцы второй декады, что было бы очень хорошо вам с самим собой договориться, с самой собой, что вы хотите. Уровень жизни, социальный статус, популярность, или вам не нужна популярность, какой уровень профессионализма вы владеете, насколько он у вас реализован, насколько вы реализованы в профессии, в личных своих амбициях, потому что Юпитер это всегда про амбиции, это про образование, достаточно вам его или недостаточно, это про популярность, нужна она вам или нет, но с популярностью здесь получится больше такой черный пиар, да, который, еще раз говорю, не портите себе репутацию. Время хайпа и быстрых вот таких выстреливающих проектов на хайпе, оно закончилось. Ну, прошел этот тренд в глобальном плане, поэтому здесь постарайтесь быть максимально мудрыми, постарайтесь быть максимально честными, даже если вам кажется, что вы обидите себя или вторую половинку, если вы скажете что-то не то. По крайней мере, вы поговорите, по крайней мере, другой человек вам даст свой взгляд на ситуацию, которая сейчас происходит. Возможно, вы реально не правы, потому что когда Юпитер делает оппозицию к нашему Солнцу в транзитных картах, как правило, мы не правы, но мы не можем понять, где. И мы бьемся об эту стену, пытаемся доказать здесь, пытаемся доказать там, пытаемся как-то вот выпендриться, пытаемся как-то что-то себе купить, чтобы только вот стать на одну ступеньку вровень с теми, кому хотим соответствовать. Пытаемся что-то в своей жизни создать, чтобы кому-то соответствовать. Это тот аспект, который, когда он проходит, мы думаем, зачем мы вообще все это делали, зачем? И, как правило, если на этом аспекте понимать, что мы где-то не правы, это я стрельцам говорю второй декады на март и на первую половину апреля, да, то после этого наступает всегда такой период максимальной продуктивности. И я, дорогие стрельцы, второй декады вам максимально советую вот сейчас в марте и в первых 2 неделях апреля сказать себе, где вы не правы, где реально вы не дорабатываете, любовь это или же работа, карьера, популярность, все, что вас волнует, потому что Юпитер это про тот самый масштаб. Неважно, работаете ли вы в продажах, в творческой сфере, либо работаете ли вы в документах, какой уровень вы хотите ответственности, какой уровень вы хотите, ну вообще размаха в своей жизни, да, живете ли вы вообще свою жизнь или нет. Это такая, знаете, очень важная часть, и такая мудрость стрельца. Если вы не живете свою жизнь, то, как правило, всегда возникает такой момент нашего неудовлетворения, когда нам всего мало. А почему всего мало? Потому что пытаемся соответствовать не тому, что есть в нас. Мы пытаемся соответствовать другим. Юпитер это про общественное мнение. Насколько вот это общественное мнение влияет на вас. Не надо соответствовать трендам, соответствуйте себе любимым, и тогда все будет складываться хорошо. У соседа всегда трава зеленее, но, возможно, свое любимое, теплое, вот настоящее, оно греет душу сильнее, чем где-то там что-то такое вот мифическое. Поэтому здесь разбирайтесь со своими золотыми замками, не знаю, да, с воздушными замками, для того, чтобы не натворить дел. И стрельцы третьей декады, ребят, конечно же, скажу, что у вас период апреля, он такой, когда вот мы выходим из марта, вот этот вот март, в марте, естественно, не расслабляемся, эмоции будут напряженные, но здесь нельзя сдаваться, нельзя утопать в своих эмоциях, нельзя расслабляться, потому что Сатурн делает квадратуру к Солнцам, стрельцам в транзитных картах. И это всегда через труд, через пахоту, да, через выполнение тех действий, которые нам не очень нравятся, но по истечению этого мы получим результат в виде финансового благополучия, повышения социального статуса, приобретения недвижимости в том числе, если вы сейчас к этому идете. Если вы к этому не можете прийти, вам как-то сложно, вы в настоящий момент разбираетесь, например, с долгами, то есть у вас финансы не в плюсе, а в минусе, то есть все варианты сейчас эти финансы загасить, то есть эти долги я имею в виду, да, и подняться, вырулить в нужное русло, подняться, потому что настоящий подъем, большой такой мощный, когда вот вы уже чувствуете, что вы вот такой вот прям стрелец, молодец, классный, это очень важная история, которая случится с вами через 2 года. У стрельцов четко по транзитам через 2-2,5 года в этом диапазоне времени, может чуть раньше, на несколько месяцев и чуть позже, да, то есть месяца 3 плюс-минус в ту историю, когда четкое приобретение по плану недвижимости, расширение недвижимости, большое, мощное, красивое, со знаком плюс,
И, ну, вы же понимаете, что приобретение недвижимости — это не та история, открыл гороскоп, вот в этом месяце я куплю квартиру. Ну, нет же, конечно. Мы же все с вами здесь взрослые люди, нам уже там 30 плюс, в большей своей массе, основная масса меня смотрит все-таки 30-35 плюс и старше, как говорится, да. Поэтому здесь мы все прекрасно понимаем, что вот такое везение, когда как-то оно само случилось, не бывает, да. Ни в отношениях, да, ни в приобретении чего-то, ни в работе. То есть это все труд. Поэтому здесь, стрельцы третьей декады, на благо вы понимаете, что такое труд, у вас все-таки здесь компонент Сатурна есть, достаточно мощный, достаточно сильный, поэтому да, засучили рукава, и вы прекрасно знаете, что делать, неважно, чем вы работаете, головой, руками, душой, сердцем, интеллектом, творчеством, здесь нужно сделать как можно больше, как можно свой максимум и в марте, и в первой половине апреля, потому что, ребята, вот сейчас вот все стрельцы всех декад у нас на небе с 13 апреля по 12 мая на небе наступает такой очень мощный аспект, который был у нас как раз таки на ваши дни рождения начинался, был осенью и даже зимой 2024. Это Марс в оппозиции с Плутоном. Это аспект очень интересный, это аспект боевиков, это аспект больших денег, большого бизнеса, больших перезагрузок, это аспект трансформации, но однозначно на этом аспекте мы меняемся, приобретаем внутреннюю силу и идем вперед. Так вот, этот аспект у нас будет в максимальной активности, самая точная его будет амплитуда с 21 по 28 апреля. Плюсом здесь еще будет Лилит в оппозиции с Солнцем, и это все складывается в большую астрологическую конфигурацию, большой квадрат или большой крест. Очень сильно круто. Это будет влиять. И такой большой толчок к действию и к развитию будет у стрельцов первой декады. По амплитуде очень сильный, невероятно сильный, где даже захочется немножечко, не скажу, что пожалеть стрельцов, нет, ребят, я не скажу, что у вас в каких-то мощных, сложных, тяжелых историях нет. Вообще скажу вам, стрельцы всех декад, что если в нашей жизни есть какие-то сложности и трудности, да, которые ведут нас к изменениям, это говорит о том, что мы с этим справимся. И да, у стрельцов первой декады это нужно расти еще больше и сильнее, то есть сделать это тот самый большой мощный рывок в новую жизнь, про которую я говорила. Здесь у каждого что свое есть на уме, к чему мы пришли, каким бэкграундом, багажом вы находитесь здесь в настоящий период времени, да, то есть каждый про себя сам все знает. Ведь здесь нужно быть просто честными, тогда на этих честных аспектах у вас получится честная и красивая история. Работа, профессионализм, любовь, отношения, жилье, новое место жительства, развитие то, которое вы хотите, и та самая репутация. Либо у вас это будет, либо эти аспекты просто уйдут, и в июле уже будет обнуление такое большое, очень сильное и не совсем приятное. Но сначала, конечно же, обнуление будет у стрельцов, кто находится ближе к Скорпиону, да, то есть 20-е числа, начало 20-х числа ноября. А уже такое больше сильное и мощное, это уже будет там 26-й, 27-й год у стрельцов первой декады, но все равно все будет к этому максимально идти, просто сдвинется на несколько лет. Я же все-таки про то, чтобы не тратить свое драгоценное время, ребят, потому что деньги, они сегодня есть, завтра нет. Сегодня их нет, а завтра они есть. Деньги — это тот ресурс, который зависит только от нашего настроения и наших усилий действовать. Невосполнимый и единственно очень важный ресурс — это наше время. Не тратьте его на пустяки, на вот эти душещипательные переживания, вот это вот все. Делайте, не погрязайте вот в этих вот таких мыслях, что вот, ну ладно, я сейчас еще немножко подожду, потому что скажу вам так, ребят, особенно те стрельцы, кто находится в возрасте, и стрельцы первой декады, в январе 2026 года Лилит поменяет свой знак со Скорпиона, перейдет в первую декаду стрельцов и будет вот так вот проходить солнышко каждого стрельца. Первой декады, потом стрельца второй декады и стрельца третьей декады. И так будет до осени 2026 года. То есть 3/4, да, 3 декады 2026 года будут с моментов постоянных в страхах, в переживаниях, в волнениях. Мы будем проверять себя на уровень наших страхов, на уровень наших пороков,
пороков в том числе, да, и здесь будут вылазить наши какие-то мерзкие, неприятные нам стороны нашего характера, нашей жизни. Поэтому здесь вот делайте все сейчас, чтобы потом брать уже совершенно другой уровень и масштаб. Это я говорю сейчас про стрельцов первой декады, потому что вот эта весна, она нужна для того, чтобы действовать максимально. И если вы вот с 13 апреля по 12 мая будете действовать максимально классно и интересно, тогда и май пройдет у вас на аспектах очень классных, знаете, таких дружелюбных, на аспектах хорошего отдыха, когда вы себя любите, цените, когда вы наслаждаетесь этим состоянием, обществом, в котором вы находитесь, да, когда вам просто хорошо. Если же вы не действуете вот в эту весну, да, в середине, там, в апреле, я не пугаю ни в коем случае, просто потом Юпитер будет в оппозиции, и это будет такая история, когда мы недовольны, когда мы максимально недовольны, а там лето. Там лето к нам идет, там совершенно другие истории, там совершенно, когда мы будем чувствовать себя неудачниками, что ли. Потому что когда Юпитер, да, вот какое слово подобрать, не Юпитер, а Уран. Когда Уран поменяет знак, и это когда резко мы теряем в своем уровне жизни, у нас такой обвал. Какая эмоция всегда? Вот каждый сам про себя подумал, что случается, да, вот на таких обнулениях, когда мы не на вот это рассчитывали, да. Поэтому, ребята, не нужно события, не просто события в наших жизнях будут случаться, будут события в мире еще случаться, но мы понимаем, что фокус нашей жизни, он самый важный. И здесь нужно держать на нем основную такую историю, да. Держим фокус на своей жизни и идем вперед. Трудом, старанием, активностью, да, стрельцы первой декады только так. А как еще? Только так. Договариваемся, налаживаем связи, отношения в личной жизни, в работе, и там, и здесь, и хотим отдохнуть, и обучаемся, и образовываемся, мудрость подключаем, коммуникацию, связи, и тогда все у нас хорошо. И идем дальше. Стрельцы второй декады. Ну, ребят, что скажу, что очень активный, мощный период, конечно же, работы над собой, работы над своим социальным статусом, это и март, это и апрель. И для того, чтобы май прошел, конечно же, на таких очень гармоничных событиях, потому что там, скажу, что и Венера, и Меркурий будут идти, конечно же, и по Овну, и по Тельцу, и это аспекты, когда нам хорошо. То есть это прекрасные любовные отношения, когда мы рады всем тем, что у нас получилось урегулировать, да, в отношениях. Это и финансовая составляющая, которая нам нравится, да, потому что когда Венера делает трин, это и покупки, это и свои такие радости, это и вложения, это и настроение такое отдыха. Это реально, когда нам наша жизнь нравится, да. Поэтому здесь, на стрельцы второй декады, старайтесь максимально делать, чтобы вам нравится, да, но для этого нужно и март, и апрель максимально поделать. И скажу, что в мае это тоже расслабляться нельзя, потому что здесь Марс идет по второй декаде львов и говорит: продолжай в том же духе, не останавливайся, и будет тебе хорошо, и будет тебе классно. Поэтому здесь, дорогие стрельцы второй декады, делайте как можно больше в своем развитии, и будет вам хорошо. И если это реклама, пиар в своей работе, профессионализм, его повышение, это очень хорошо. Если же это переезд, иммиграция, новое место жительства, тоже постарайтесь это сделать, и будет вам еще лучше. Новый круг общения, смена старого на нового сложится на вас очень хорошо. Ну и стрельцы третьей декады, ребята, конечно же, скажу, что вот в этот апрельский период нужно максимально, как я люблю говорить, через «не могу» делать и идти вперед. И вот это настроение, которое с вами сейчас происходит, да, и даже вот оно в марте у вас есть, и в апреле у вас будет вот это настроение. И в марте, и в мае, я вам так скажу, что стрельцы третьей декады, у вас тоже будет это настроение. И вот если вы в
марте, да, не разберетесь со своими страхами мощными, которые вот еще идут, да, то в апреле вы не сможете сделать тот максимум своих действий, которые вы хотите сделать. И тогда в мае, когда Юпитер уже перейдет в третью декаду Близнецов, будет делать оппозицию к вашему Солнцу в транзитных картах, тогда у вас будет абсолютное максимальное недовольство своей жизнью. Очень сильное, такое противное, когда вам захочется поругаться со всеми. И это, знаете, это вот финальная вишенка такая на торте, да, когда вот сыпется все в своей жизни, но мы этого так не хотим. Поэтому максимально договаривайтесь, ребята, не уступайте своим проблемам, максимально договаривайтесь, будьте тактичны, будьте классны, будьте сговорчивыми, и тогда у вас будет получаться, как вы хотите, и тогда скажу вам, что все эти аспекты уже к концу, вот прям последние денечки мая будет полегче, хоть нам иногда и кажется, что оно вот совершенно не так работает, да, но по крайней мере, недовольство закончится 10 июня, когда Юпитер поменяет знак, уйдет в рыбы, да, уйдет в рака. И уже не будет такого недовольства, но уже и Нептун, он в Овне, а не в рыбах, да. И Сатурн-то 25 мая тоже уходит у нас в Овна. Еще, конечно, вернется к стрельцам последние третьей декады, последние буквально градусы, да, кто родился рядом с Козерогом, да, то есть вы самые сильные, самые стойкие стрельцы из всех, ну, кроме тех, кто еще родился на стыке со Скорпионом, те тоже очень, очень сильные, очень стойкие, да. Но вот такая история, ребят, что здесь постарайтесь максимально стрельцы третьей декады сделать в апреле. Для вас это такой месяц мощный, когда уже и вам уже со страхами, со своими все понятно. Вы просто понимаете, какую цену вы будете платить за все свои эмоции, переживания, которые вы проживете в марте. Да? Но я бы советовала тоже в свои эмоции в марте не впадать вот в это депрессивное состояние. Четкость, план. Спасет вас, дорогие стрельцы, план и действия по плану. Максимально крутить различные схемы, искать варианты, не сдаваться. Основная такая фраза для стрельцов третьей декады: не сдаваться, делать, не впадать в депрессивное состояние, что чувство долга, вины и ответственности вас топит на дно, и тогда у вас все будет, ребят, хорошо. Нет. Ищите позитивное, ищите плюсы, общайтесь с теми людьми, кто может давать вам дельный совет, не провисайте. У вас должно все случиться хорошо. Этот момент для вас стойкости, эта весна для вас действий, сколько вы сможете максимально качественных действий сделать для урегулирования своей жизни и вырасти. Это только к росту и к вашей стойкости, потому что потом грядут совершенно другие периоды вашей жизни, взлетов и классных моментов. Ну что, ребята, дорогие стрельцы, это был гороскоп для вас. Если у вас остались вопросы, оставляйте в комментариях к этому видео, я обязательно отвечу. Ну и увидимся, ребят, с вами в следующем ролике. Желаю вам потрясающей весны и всего доброго. Пока-пока.